привет, дорогие друзья! Вы на канале Na'Vi CSGO, и я рада представить вам нашу новую рубрику On The Edge, которую мы подготовили специально вместе с Philips. В этой рубрике мы с Андреем Блейдом будем обсуждать самые громкие новости из мира CSGO, да и всего киберспорта. А вы можете нам подкидывать горячие темы в комментариях и вообще присоединяться к нашему обсуждению там же. Ну что, Андрей, готов пройтись по повестке дня? Да, готов. Смотри, хотелось бы обсудить последние новости, и вот у нас прошел РМР, вы его успешно выиграли, с чем я поздравляю вас, но этот РМР, слава богу, прошел лучше, чем предыдущий. Вот расскажи мне немножко об организации, какие Старладдер предприняли меры для того, чтобы не повторились истории прошлого РМР. Да, в принципе, довольно-таки стандартно по меркам вот, скажем так, с тех турниров, которые сейчас проводятся, крупных, я имею в виду, то есть известных турнирных операторов, там ESL, Blast. То есть Starladder сделал все по нормам, качественно довольно-таки. Коммуникация с командами, то есть там прематчевый вето, то есть расписание получается, в целом мониторинг судейский. Тоже все матчи проходили вроде без каких-то задержек и неполадок, и помех. То есть, в принципе, все было на уровне. То есть я бы сказал, что это как бы норма, да? То есть они ничего не сделали особенно, просто держат планку вот, других крупных операторов. В связи с этим хотелось бы обсудить результаты Акумы. Я не могу тебя об этом не спросить, потому что дело было громкое, дело касалось команды Na'Vi. Как тебе результаты Акумы на РМРе, предсказуемо ли? И все-таки может быть, что дело было не в читах, не в радаре, а действительно просто у ребят поперло на предыдущем РМРе? Ну, результаты у них, по-моему, плохие, они всем проиграли. Да, вот. Так и есть. Ну, есть контраст большой. Можно это скинуться на давление какое-то. И так далее. Но я думаю, что все-таки был факт читерства. Как я раньше говорил, то есть я не думаю, что все как бы это делали, да, то есть очень легко это делать, не раскрывая своих намерений, да, другим членам команды. Вот, то есть остальные могли же этого, в принципе, не знать. То есть самый главный, в ком я как бы кто вызывал подозрение, это был Сергис, и мне кажется, что там как бы однозначно что-то было. Но и опять же, сильный контраст после этого. В тот матч, который мы с ними играли на прошлом РМРе, он был совсем другой даже по качеству игры от них, принятия решений в игре. То есть они как бы команда Tier-3, Tier-4, они могут показывать какие-то результаты, но... Но не могут выигрывать Na'Vi и Gambit. Ну, Tier-1 команда, да. Я думаю просто, что они способны, то есть конкурировать там на Tier-3 сцене, и они способны как бы играть в какой-то КС, где навязывать какую-то борьбу и так далее. А здесь это не просто игроки, там, которые зашли, не знаю, с паблика и включили читы. Это не так. То есть у них как бы есть свое прошлое. Кто-то прям был под тренерством, даже, по-моему, Джон, даже там половина состава. Вот, то есть у них есть знания и так далее. Но когда команда развивается долгое время и не достигает каких-то результатов, у них может быть соблазн, если тебе предлагают какую-то услугу, типа там где-то считерить через посторонних лиц и так далее. И, соблазн есть, как бы прецеденты такие были. И, то есть шанс того, что случилось, могло случиться, это не какой-то там что-то из рубрики невероятного, да, то есть это вполне могло случиться, потому что геймерам нужно как-то существовать, как, в принципе, и на каком-то подкасте, не помню, говорили, что, Tier-3, Tier-4 сцена, она должна как-то существовать, и если не будет каких-то лиг, как бы киберспорт растет. Раньше это была субкультура, которая там просто была как хобби для игроков, для людей, для подростков, в смысле. Вот. А сейчас, как бы, сфера растет, как бы она развивается, кто-то этим зарабатывает, и другие, возможно, как бы идут в эту сферу не просто ради хобби. Когда ничего не получается, ты должен как-то существовать и выживать. И если тебе предлагают где-то жульничать и получить за это большие деньги, это как бы, вполне могло иметь место.
После вашего матча на этом РМРе произошел небольшой инцидент. Бумыч написал сенсею такой эмоциональный комментарий, эмоциональный твит. Как ты относишься к таким ситуациям? Насколько эмоциональны ребята вообще, в принципе, твои? И бороться ли с этим или поощрять такие вот проявления? Как ты считаешь? Да, честно говоря, я не одобряю такие вещи. Я даже, по-моему, Кириллу говорил, чтобы он этого не писал. Ну, вот это не принесет никакой вообще пользы ни ему, наверное, ни комьюнити. То есть это просто эмоции. Не Абсолютно не сдержался. Да, ну как, не сдержался, но как бы я сказал, что я ему говорил написать, то есть у него было время, типа, передумать. Поэтому это абсолютно не конструктивно, ну, даже нерационально. То есть он, по сути, опускается до какого-то уровня коммуникации, не совсем даже, Профессионально? даже не совсем спортивного, деликатного, тактичного, неважно, кто это, да. То есть если кто-то как-то себя неправильно повел, то есть это, опять же, не повод вести себя неправильно, да, в ответ. Мгм. Вот и все. То есть другие способы воздействия или ответа, или просто какой-то реакции, как я считаю. Ну, просто Кирилл, наверное, еще как личность созревает, он еще не совсем зрелый и немножечко такой буйный бывает, эмоциональный. За это мы его и любим в комьюнити, мне кажется, Ну отчасти. да. Слушай, в июне аудитория CSGO сократилась на 17%, как пишут. То есть у людей падает немного интерес к Counter-Strike. Почему, тебе кажется, это происходит? Из-за недостатка ланов, может быть, там новые карты какие-то не зашли. Почему так может происходить? По-моему, ну, надо проверить, как часто это происходит летом, в принципе. По всем годам пройтись и посмотреть это падение. По-моему, летом многие перестают вообще играть и где-то уезжают отдыхать. Ну, я не уверен в этом, но, по-моему, у меня что-то такое в голове всплывает в памяти, что где-то такое читал, что вот есть летний период, и резко бывает спад во многих дисциплинах. Вот. И кто-то ссылается на то, что это ковид был. То есть период ковида, в принципе, дал большой буст по количеству игроков. И когда ковид пошел на спад, то есть ограничения в некоторых странах снимаются, больше свободы появляется, люди не так часто сидят дома, поэтому, возможно, поэтому пошел спад тоже. Мгм. Вот. Ну, Это это надо логично. надо проводить какое-то исследование, чтобы точно сказать. Потому что пока что это просто, мне кажется, Сезонное, да? Мысли вслух, типа каждый говорит, ну, кто-то говорит, что это КС надоел, но это откуда? Взято из воздуха, по сути. То есть это надо проводить реально какой-то опрос и давать четкий фидбэк по этому поводу. Недавно прошла новость о том, что еще один игрок уходит в Valorant, это NBK. Мы видели много примеров подобных. КСеры завершают карьеру и переходят именно в Valorant. Как ты думаешь, в чем причина? И как тебе вообще может быть Valorant? Видишь ли ты такое яркое будущее, как у CSGO у этой игры? Киберспортивное. Ну, вроде бы как уходят игроки, которые не видят себя, не могут найти себе достойное место в киберспорте именно по CSGO. Вот они уходят в Valorant, потому что у них был какой-то статус, конкретно в каких-то командах они играли более-менее состоявшиеся были зарплаты. То есть есть за счет чего развиваться, есть будущее. В данном случае, по-моему, НБК как бы нету альтернативы какой-то сейчас по сравнению с Valorant в CSGO. То есть у него нет какой-то достойной команды, и у него, наверное, как бы высокие амбиции конкурировать с лучшими командами в мире. Вот, то есть попробовал себя он в Vitality, потом он был в OG, потом помог Double Pony. Double Pony, и, видимо, его хотели продать. Какая-то сумма была, видимо, по-моему, никто не хотел покупать, или просто была большая сумма. Но вот почему-то он ушел в Valorant, но это как бы уже, наверное, привычным стало, что игрок из CSGO уходит именно в Valorant. Хотя, мне кажется, игры чуть-чуть по физике отличаются. И я не уверен в том, что именно
успешные CSGO игроки должны быть успешными в Valorant. Мне кажется, может быть такое, что появится в дальнейшем много просто новых Valorant игроков, которые будут там доминировать. Просто знания могут помочь, потому что, похоже, очень структура именно вот соревновательная. Это командная игра 5 на 5, карты, Мгм. бомбленд, то есть зоны типа А, Б, добавили мид. Сам Valorant, ну, честно, я за ним не сильно слежу. Вот. Но вроде как последний этот мейджор или что-то вроде этого был очень зрелищным. Что там, миллион, по-моему, да, смотрел? Я не помню просто. Нет, я не помню, если честно, я не сильна в "Валоранте", Ну вот, ну, особо короче, выпал в из принципе, моего в вида. принципе, перспектива есть, даже Riot, у них есть League of Legends, они знают, что они делают, они хотят полностью как бы обойти CSGO, Valve. Поэтому будущее однозначно есть, это Ну да, логично. в любом случае нужно дать им немного времени, для того, чтобы немножко разогнаться. Хорошо, следующее мнение, так сказать, Мгм. в комьюнити появилось о том, что помимо вот того, что мы обсудили, что аудитория падает CSGO, еще и люди высказывают свое мнение по поводу того, что слишком длинные матчи нынче в CSGO. И, допустим, стандартная Best of 3 уже занимает больше 4 часов зачастую. И это тяжело и для людей, которые смотрят, и, безусловно, для игроков, как полагают эксперты. Что скажешь ты? Считаешь ли ты, что стоит сократить вот эту сами матчи в CSGO, может быть, там до 13 раундов, или как-то переработать механику дополнительных раундов? И насколько тяжело игрокам даются вот такие тяжелые затяжные матчи? Сложный вопрос, на самом деле. В теннисе, в большом теннисе матчи могут длиться 5 часов, там нужно бегать, очень Мгм. постоянно интервальные нагрузки и кардио интервальное. А это самое сложное. И при этом нужно уметь держать как бы концентрацию, психологически иметь выдержку хорошую, быстро думать, принимать решения, то же самое. То есть там матчи длится, бывает по 5 часов, бывает по 7 часов. То есть на мейджорах, их Мгм. 4 в году, матчи идут как раз-таки best of 5. Все. Да. Вот. На обычных best of 3. Поэтому я считаю, что это нормально. Ну, то есть, если ты фанат этой игры, ты выбираешь смотреть конкретный матч с своей любимой командой, ты за нее болеешь, то ты смотришь этот матч до конца. Вот, как и в том же теннисе. Опять же, я беру пример теннис. Он давно уже как бы сформирован, ну, устоявшаяся дисциплина спортивная и очень популярная. Но в то же время, возможно, и теннис неправильно себя позиционирует, то есть неправильно выбрал стратегию, может, это тоже надо Мгм. сократить. Может, такое есть мнение. Но я просто привожу к примеру, что такое существует, ну, такой факт есть, и люди смотрят большой теннис. Также и в CSGO. Но в то же время, если брать какие-то крупные... Тут с точки зрения именно зрелищности, это один вопрос. Но если с точки зрения соревновательной, мне кажется, это правильно, что лучшие из лучших соревнуются вот в таких баталиях долгих, выносливых. э, И тебе нужно показать, ну, все свои навыки, э, Подготовку, выдержку, да, выдержку. подготовку, Мгм. то есть и в то же время выигрывать сильнейший в итоге. Вот. Поэтому, если и менять что-то, то так, чтобы не сильно поменялся баланс игры. Вот. Опять же, сейчас многие говорят о том, что это мы как бы живем как бы в такую эпоху контента цифрового, очень много типа контента в интернете, и нужно выбирать, поэтому появляется там больше сериалов, есть там новый формат сериалов, там меньше серии, там не 45 минут, а 20-25, чтобы ты успел посмотреть, оп, переключился, потом пошел себе дальше. Вот, и в этом плане, конечно, можно говорить о том, что надо сокращать, потому что мир меняется, нужно под него подстраиваться. И если действительно начнет CSGO зрелищность терять именно из-за этого, тогда есть смысл об этом говорить. Мгм. Вот. Но так пока я в этом смысла не вижу. То есть игрокам это абсолютно, я считаю, что не сложно. Это, наоборот, показывает твою выносливость. Ты должен готовиться не только там, тактически, да, ты должен еще готов быть физически и ментально к этому всему. Мгм. И
в этом, наверное, вся сила соперничества и вот эта вот вся история чемпионства и все остального, то есть характер чемпионский проявляется в таких матчах. Поэтому я все-таки за Best of 5 матчей в гранд-финалах, кстати говоря. Даже на лане. И да, тем более на лане. И в Мгм. дальнейшем я бы хотел видеть там то же самое, как аналог у Riot в League of Legends, когда команды, например, играют плей-офф, Best of 5 полностью, там один матч в неделю. То есть это там крупный турнир, какой-то мейджор. Ты играешь там на одном Интересно. стадионе, Best of 5, вот топ-8 команд. Первый четвертьфинал, Best of 5. Там через пару дней там кто-то другой играет и так далее. То есть вот, аналог как было, типа, в какой-то период League of Legends, мне очень эта идея нравилась, они Мгм. делали анонсы, классные ролики, тизеры, типа, вот, по поводу будущих матчей, приходило много людей. То есть если это раскрутить до такого уровня, это было бы круто, чтобы это вышло на такой уровень. Но пока что, наверное, Best of 5 должен быть только в гранд-финалах крупных турниров. Мгм. То есть я бы брал, типа, вот как Кёльн, Катовица, но не вот EM Summer, не эти маленькие дримхаки, там бы я бы лучше делал Best of 3, потому что пока что, то есть, чтобы было как в том же теннисе, там же в обычные матчи играются Best of 3 сеты, Мгм. а на мейджорах все матчи Best of 5. Кстати, там очень много матчей идет на гранд-слэмах, безумное количество матчей и много очень контента, и ты просто выбираешь то, что ты хочешь смотреть. Они могли бы поставить каждый матч там отдельно, это было длилось бы бешеное количество времени. Поэтому это нормально, что есть там несколько стримов, ты можешь выбрать то, что ты хочешь смотреть. Тебе это не нравится, типа какая-то конкретная команда, ты ее не смотришь. То есть есть команды там, которые доминируют, звезды, ты смотришь только их. Окей, но я думаю, что вот этот вот момент с выбором, где ты имеешь право выбора как зритель, что тебе смотреть, это правильно. И Мгм. кто-то может смотреть в час дня, кто-то может смотреть в 8 часов вечера, кто-то вообще может в 8 часов вечера не хочет ничего смотреть, да, и хочет смотреть только в час дня, у него есть время. Это на вопрос, типа, многие тоже говорят о том, Мгм. что, типа, не стоит попускать столько матчей подряд. Вот. Ну да, не у всех На, есть на- на время разных, на смотреть. разных стримах, типа, я об этом говорю. Мгм. Ну, хорошо, я поняла твою позицию, в принципе, в ней есть логика, и я тоже думаю, что мы не увидим в скором времени какие-то изменения, но, тем не менее, люди об этом говорят, и, возможно, когда-нибудь мы увидим переработанную систему на больших турнирах. Спасибо тебе большое, Андрей, за то, что выделил время, Пожалуйста. чтобы со мной поболтать. Удачи вам в матчах, болеем, Спасибо. любим. Мы с вами. Хорошего тебе вечера и пока. Пока.